Привет всем любителям мобильных CQB игр, с вами как всегда Балгеймер, и в данном видеоролике я расскажу уникальные новости и слухи, связанные с разработкой всеми нами ожидаемой игры War Arms. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. В каждом видео и стриме, посвященном мобильным CQB играм, вы постоянно спрашиваете, когда же стоит ждать глобальный релиз War Arms, или когда же выйдет открытый альфа-тест. И для таких как вы, у меня есть очень хорошие новости, связанные с тестированием игры. Я очень надеюсь, что вы все знаете нашего любимого разработчика Dudetru. Так вот, совсем недавно в чате для спонсоров игры он заявил, что команда разработчиков планирует начать тестирование в эти выходные. Напомню, что данное тестирование War Arms будет открыто только для тех, кто оформили подписку на 35 и 50 долларов соответственно. Если что, ссылочку на Patreon War Arms я оставлю в описании по данным видеороликам. Так вот, данное тестирование продлится до 26 июля, так как это крайний срок для отправки инвестору билда игры. А я очень надеюсь, что вы прекрасно понимаете, насколько решение инвесторов важно на дальнейшую разработку War Arms. И это напрямую зависит, насколько игра будет популярна в будущем. В общем, после переговоров с инвесторами разработчики планируют проводить еще больше частных тестов, для того, чтобы протестировать основной функционал игры и подготовить War Arms сначала для открытого альфа-теста, а потом уже для глобального релиза. Но, к сожалению, я до сих пор не знаю дату глобального релиза игры, так как у разработчиков на данный момент еще очень много работы. У игры есть немало проблем, и им нужно отполировать каждый аспект игры, чтобы на выходе War Arms выглядела играбельно и была готова к глобальному релизу. И когда разработка нашей любимой War Arms будет на финишной прямой, только тогда у разработчиков будет четкое представление о дате выхода их продукта. Так что я теперь очень надеюсь, что большинство вопросов, связанных по данной теме, у вас отпало. Если что, опять же оформляйте Patreon подписку, и тогда у вас вопросов вовсе не будет. Теперь же, мои дорогие друзья, давайте поговорим о новостях по разработке War Arms. Опять же, как вы помните, в прошлом видеоролике по War Arms на моем YouTube канале я больше рассказывал о визуальной части игры. Теперь же разработчики побаловали нас большим количеством информации, а также больше функциональностью. И как вы можете увидеть, нам показали великолепную установку баррикады на стену. Согласитесь, выглядит футуристично и просто прекрасно. Да эта анимация установки в 100 раз лучше, чем в Eve 2. Нет, конечно, в комментариях вы можете написать лично свое мнение, мне будет очень интересно почитать. Но согласитесь, что-то тут необычное. Во-первых, это выглядит в первую очередь технологично. И именно этим будет удивлять War Arms и завлекать новых мобильных игроков. Сама же анимация установки качественная и плавная. Видно, что разработчики потратили огромное количество времени на нее, за что хочется сказать им огромное спасибо. Всегда приятно похвалить людей, которые создают такие крутые мобильные игры, как War Arms. Но наши любимые разработчики не остановились на этом. Неделю назад был показан концепт револьвера. Да, согласен, он очень похож на таковой в Valorant. Но ведь сами же разработчики намекали на то, что они вдохновляются Valorant'ом. И то, что стилистика игры полноценно скопирована с нее. И уверен, что это наверняка пойдет на пользу War Arms, ведь она будет чем-то отличаться от Eve 2. Да и плюс не будет никаких проблем с Ubisoft и их авторскими правами. Что же говоря о револьвере, то я надеюсь, что он так и останется внутри самой игры, так как он сделан очень хорошо. И видно, что дизайнеры игры проделали огромное количество работы. Но если вы подумали, что сегодня будут какие-то концепты, какие-то рисовки и так далее, нет. Ведь дальше в данном видеоролике вы узнаете еще больше информации, связанной с разработкой нашей любимой игры. Если кто-то подумал, что сейчас я расскажу немножко больше о оружии FAMAS, то вы оказались правы. Ведь на днях разработчики показали анимацию осмотра FAMAS. По оружию я не могу сказать чего-то необычного, FAMAS как FAMAS. Но сама анимация мне очень понравилась и чем-то похожа на таковую в CSGO. Так что тут нет чего-то необычного и уникального. Все по-старому. Теперь же давайте поговорим о уникальных новостях и сливах, связанных с War Arms и ее разработкой. Уникальных изображений и сливов далее я показывать не буду. Что-то из этого я лишь опубликую для моих YouTube спонсоров, но не более. Все вы, надеюсь, знаете, что перед глобальным релизом той или иной игры выпускается ее тизер, и для War Arms он уже в процессе. И то, что я увидел,
заставило меня обрадоваться, так как, во-первых, улучшили освещение, а также динамические тени. Да и графика в игре, как по мне, стала намного лучше, чем прежде. В игре даже будет подобие космического самолета, который будет доставлять всех игроков на карту. Но пока что, к сожалению, текстуры внутри здания, а именно на стенах, отсутствуют. На данный момент ведутся лишь работы по внешнему текстурированию стен здания. И то они еще до конца не доделаны. И у разработчиков будет еще над чем поработать. Но опять же, то, что я вижу сейчас, мне определенно нравится и сделано на достаточно хорошем уровне. Более того, патреонцев показали, как же будет выглядеть премиум скины в самой игре. Скажу честно, пока что их дизайн мне не особо нравится, так как они никак не тянут на премиум статус и выглядят как обычные пушки. Более того, бело-серые цвета никак не придают уникальности дизайну данной пушки. Так что я очень надеюсь, что разработчики услышат мой отзыв и поработают над дизайном премиум скинов. Если честно, мне, как и вам, было бы очень приятно на это посмотреть. Я очень надеюсь, что будущий тизер War in Arms вас сильно впечатлит, потому что помимо нового текстурирования, новых моделек различных объектов, улучшения визуала, уже можно заметить... Ах да, я совсем забыл, что вы же не видите данный тизер, он пока что закрыт для вас. Но не беспокойтесь, скорее всего, до конца лета вы его обязательно увидите. Так вот, хоть как я и говорил ранее, данный тизер слегка недоработан и он сырой, но уже сейчас в нем показали рабочую стрельбу из оружия. Если честно, она мне нравится и она выглядит очень потрясно и классно. Кунг-фу панда. Ой, да, о чем я? Ах, да, War in Arms, не о мультике Кунг-фу Панда. В общем, по сути, сейчас уже готов основной функционал War in Arms, и на данный момент он просто допиливается и улучшается. Также ведется работа над планированием экономики внутри самой игры. Вернее, ведется ее полная доработка, так как основную информацию вы могли услышать из девлогов ютубера iMove. Так что тут нет чего-то необычного и уникального. Просто финансовая модель дорабатывается до идеала. Так что если появятся какие-то изменения в финансовой модели игры или изменится сам тизер War in Arms, то я вам обязательно расскажу об этом в следующих видеороликах по данной игре на моем YouTube канале. Ну а все те, кто задаются вопросом, когда же можно будет поиграть в игру, скорее всего такая возможность появится только в конце этого лета, может быть и в начале сентября. Но опять же, спешу отметить, что это не будет глобальный релиз, скорее всего это будет открытая альфа или бета. Сам же релиз War in Arms скорее всего планируется на конец этого года, но это не точно. Но не бойтесь, что в скором времени наша любимая игра загнется. Нет, это не так. Нет, в настоящее время War in Arms продолжает развиваться и разрабатываться. Да и хочется сразу отметить, что для некоторых разработчиков данный проект не основной. У них помимо War in Arms есть и основная работа, где они получают намного больше денег. Так что становится понятно, почему релиз War in Arms так долго задерживается. Так что не стоит переживать и паниковать. Нужно просто подождать, и тогда War in Arms обязательно выйдет. Ну а на этом, к сожалению, данный видеоролик подошел к концу. Но если у вас есть какие-то вопросы, связанные с War in Arms, то обязательно задавайте их в комментариях по данным видеороликам. Я обязательно постараюсь ответить на ваш интересный вопрос. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по War in Arms, но и по другим мобильным играм. До скорого!